Здравствуйте, весы! У нас прогноз на первую половину октября для вашего знака зодиака. Всех весов, кто празднует дни рождения в октябре, я поздравляю с вашими днями рождениями. Желаю вам удачи, успехов, здоровья, любви и понимания. Пусть у вас будет все хорошо. Ну, давайте посмотрим для вас, что вас ждут вот эти 2 недели с 1 по 15 октября. Представители знака зодиака Весы. Мы посмотрим ваш настрой, что вообще у вас будет происходить. Потом посмотрим любовь, отношения, работа, карьера, бизнес, финансы. Получим совет от Таро и советы от оракулов. В конце расклада у нас будет маятник, который ответит на вопрос «да» или «нет». Весы, первая половина октября. Давайте посмотрим ваш настрой, ваши ожидания и что вообще происходить будет у вас. Так, в начале этих 15 дней, в середине и в конце 15 дней. Так, я повыше положу, то мне не уместится. Любовь, отношения. Первая карта для тех, кто в отношениях или в браке. Вторая для тех, кто в поиске любви. И третья для тех, кто в ссоре или кто расстался. Работа. Первая карта. Работа, карьера, бизнес. Да, первая карта, у кого есть занятость. Вторая для тех, кто в поиске работы. Финансы. Начало этих 15 дней. И конец. Совет. Предупреждение от Таро. На дне колоды Солнце. Так, Солнце и десятка мечей. Вот это Солнце у вас встало. То есть заканчивается какая-то долго тянущаяся ситуация, которая вас уже изранила. Это что-то очень долго длилось. И, наконец-то, в этом вопросе у вас появляется ясность. Да, у кого-то может быть здесь реально выздоровление. Если кто-то приболел, то это выздоровление. У кого-то здесь зачатие, рождение малыша. Да, вот это самое. А башни, это может быть неожиданно, может быть, раньше времени роды произойдут. Также здесь вообще вот у нас Солнце — это что-то связано с улучшением. Солнце — это исполнение желания. Карта говорит, что все трудности и проблемы у вас остаются позади. Ну, я больше думаю, что это вносится ясность в какой-то вопрос. Может быть, у кого-то какие-то судебные дела. Или здесь что-то никак не решалось. Башни. Может быть, что-то связано с недвижимостью. Может быть, вы что-то продать никак не могли. Не могли продать, а потом купить. Карта говорит, что да, вопрос решится. Причем очень как-то быстро и неожиданно для вас. Также здесь может быть что-то связано с семьей, с детьми. Получение каких-то приятных новостей. Это может быть нахождение очень хорошей работы. Может быть, вы потеряли работу, вот искали, десятка. Или закрыли бизнес свой. И здесь может быть реализация в творчестве или продвижение по карьерной лестнице. Но если вы ее искали, вот у нас тут еще туз кубков, может быть получение какой-то очень хорошей должности. Ну, кто-то может встретить любовь, а кто-то может помириться. Вот здесь императрица ложится. Так, хорошо, давайте мы еще вернемся к этой карте. Что нам скажет Ленорман? Весы. Первая половина октября. Сюрприз или неожиданность?
Да, здесь может быть что-то связано с работой. Здесь может быть помощь от кого-то. Это или близкий друг, или, может быть, это родственник. Какой-то удачный шанс. Лиса. Ну, в первую очередь, это карта работы и занятости. Я не думаю, что в этой позиции она говорит о каком-то обмане. Рядом с клевером это вот какой-то удачный шанс, это улучшение, это шанс поймать удачу за хвост, но что-то связано, может быть, с работой. Так, сейчас я еще одну карту уточню. Новая работа. Или новая работа, или, может быть, какой-то, может быть, творческий проект. Но это с кем-то. То ли это какой-то верный для вас человек, это может быть друг, родственник, а может быть здесь или предложение протеже, он вам находит работу, или вы вместе с кем-то начинаете. Но это что-то новое. Это может быть какое-то новое предприятие, проект, какой-то замысел, бизнес. Может быть неполная занятость, то есть может быть возможность очень хорошо заработать. Хорошо, давайте мы начнем. Да? В начале октября у вас какая-то радостная новость, известие. У кого-то это может быть подготовка к свадьбе. То есть это отмечать помолвку. У кого-то может быть какие-то радостные новости, рождение, зачатие малыша. Ну, я думаю, что это новости по поводу того, что вот какая-то ситуация, которая долго тянулась, наконец-то в ней появляется ясность. Причем по башне это вот произойдет очень неожиданно. Также это может быть событие произойдет, но это полностью поменяет ваши планы. Потому что вот эта десятка тянется, вы на это уже, может быть, и не рассчитывали, а вдруг вы получаете какие-то известия и понимаете, что наконец-то вы можете вернуться к этому вопросу. Это может касаться нахождения новой работы, создания какого-то тандема, может быть, с кем-то вот скооперироваться, там, с друзьями, родственниками, как я говорила, начать какое-то новое дело, новое предприятие. Я вот все-таки хочу уточнить вот эти две карты. Потому что как бы они все-таки ложатся после. Если вот тройка была бы после, то все-таки я хочу это уточнить. Нет, тут одержание победы в чем-то. Наконец-то вы справитесь вот с этой ситуацией. Это успех, это достижение, это вот триумф. Может быть, это касалось, например, работы бизнеса. Но, может быть, знаете, еще башня десятка. Вы с какой-то работы уйдете, потому что получите приглашение, например, на новую работу. Или вы уйдете с работы на кого-то, а может быть какой-то вот проект. Вот тут 3 человека и здесь 3 человека. То есть вот что-то такое. Какое-то новое или предложение о работе, или, может быть, какой-то новый проект. Кому-то здесь, может быть, даже придется куда-то поехать. Но это как вариант. Хорошо, для тех, кто в отношениях или в браке, здесь может быть решение вопросов с недвижимостью, может быть покупка, может быть продажа, смотря что вы делали. Да? Здесь может быть покупка квартиры или дома, но без отделки. То есть в эту недвижимость вам еще придется вкладываться. Но также это вкладываться, может быть, знаете, покупать мебель, покупать бытовую технику. Это же тоже траты. Кто-то для тех, кто в отношениях или в браке, может, ну, например, или вы вместе, или кто-то один, например, мужчина, может уехать куда-то на заработки далеко. Может быть, вы работаете вахтовым методом, или это поездка в другой город, другая страна. Также это траты, может быть, покупка машины. Если вы не в браке, а состоите в отношениях, то рыцарь Пентаклей может показывать, что отношения развиваются. Может быть, не так быстро, как вам хотелось бы, но здесь есть медленный, уверенный рост. Вообще карта говорит об очень надежных, зрелых, прочных отношениях. То есть у вас у обоих есть взаимное обязательство, обязанности. Да, если, ну, весы вы не очень, конечно, такие как огненные, да, вы тоже очень стабильные. Да, но для кого-то могут показаться эти отношения скучными, но они вот реально очень надежные. Но так как тут ложится солнце, здесь может быть и предложение руки и сердца. Но все равно что-то связано с материальным миром. Может быть, человек говорит, да, вот мы поженимся, делает предложение,
Но здесь надо еще, может быть, на свадьбу заработать. Или, может быть, надо куда-то уехать, подкопить денежек, чтобы потом провести хорошую свадьбу. Хорошо, для тех, кто в поиске, у вас ложится смерть. Смерть показывает процесс трансформации. Очевидно, какие-то отношения у вас закончились, дверь закрылась, но отношения закончились навсегда. То есть вернуться туда уже нельзя, потому что вот на этой двери даже нет ручки. А новая дверь только-только приоткрылась. И карта показывает, сейчас у вас вот этот период перехода. Конечно, здесь могут быть и переживания. Может быть, это закончилось не только отношения, может быть, это закончился брак. Кто-то может чувствовать потерю, горе, страдания, а кто-то может чувствовать облегчение. Я могу вам посмотреть совет. Да, как бы Солнце говорит, что есть шанс влюбиться. То есть на пороге новых отношений. Тут будет зарождение страстного романа. Но мы посмотрим, готовы вы к этим новым отношениям или нет. Тут вот карты говорят, что может появиться у вас партнер, скорее всего, может быть, для интима, новые отношения, но здесь ложится лиса. Я вот хочу уточнить. Здесь может быть или, да, втянуться в любовный треугольник. Ну, тут будет какая-то или ложь, или обман. Да, будьте аккуратнее, потому что вы еще пока по смерти, еще в периоде трансформации, вы можете попасть опять в какую-то сложную ситуацию. У кого-то, может быть, еще вот только-только расставание. Наоборот, карта говорит, что вы выходите из любовного треугольника, но еще очень боль сильна. Будут отношения, но легкие. Легкие, ни к чему не обязывающие. Встретились, провели время, может быть, секс, ну и больше ничего. То есть здесь нет никаких обязательств по поводу кого-то, по поводу противоположного пола. Никто никого ничем не напрягает. Может быть, сейчас вам это и нужно. Потому что все-таки смерть и повешенный говорит о том, что вы вышли из какой-то очень сложной ситуации. Будет шанс познакомиться. Да, ну, лиса, человек, может быть, будет не свободен. Это новый роман. Или вы будете этот роман скрывать, или противоположный пол будет скрывать. Но в любом случае, да, тут и есть отношения, которые просто легкие. А вот для тех, кто расстался, ложится императрица. Вы знаете, тут, мне кажется, вы не помиритесь, а здесь вы на пороге новых отношений. Мужчины встретят очень надежную женщину. Ну, императрица — это хорошая жена, мать будущим детям, хорошая хозяйка. И отношения будут очень зрелые, серьезные, которые, скорее всего, могут привести к браку. А женщины сами сменят статус. Так, сейчас я уточню. Да, тут начало новых отношений. Может быть, там, где вы работаете, или, может быть, где учитесь. Но отношения будут серьезные. Если по двойке мы встретились, провели время, никто никого ничем не напрягает, то здесь совсем другая история. Да, Солнце. Солнце и зарождение нового романа. Работа, карьера, бизнес, у кого есть занятость, тут что-то новое, тут или получение новой должности, или начало нового проекта. У кого-то здесь исполнение желания. Может быть, здесь еще, знаете, конечно, по тузу кубков я бы сказала, что работа доставляет вам большое удовольствие. Вы занимаетесь любимым делом. Это еще когда человек понимает, что он нашел свое призвание. Поэтому здесь что-то очень хорошее для вас. Может быть, вот я говорю, тут или получение хорошей должности, но с протекцией кого-то. Или здесь начало какого-то нового проекта, не знаю, там, контракта, что-то такое, что-то новое. Вот по ребенку, но по клеверу это реально хорошо заработать. И, как правило, эта карта говорит об удачном шансе. То есть, если вам в эти 15 дней какой-то друг, родственник, коллега вот что-то предложит, рассмотрите. Есть шанс реально заработать. А если это предложение о новой работе, то тоже рассмотрите.
А для тех, кто в поиске, ложится четверка жезлов. Да, карта говорит, есть шанс найти работу. Тут или влиться в какую-то команду, или, может быть, карта говорит, вам нужно быть более активными. Обзванивайте друзей, знакомых, вот какого-то, может быть, я говорю, вот собака это какой-то друг, может быть, или родственник. Здесь может человек поспособствовать тому, что вы найдете работу, или вы вольетесь в какой-то коллектив. А для мужчин, может быть, это что-то связано со стройкой, может быть, это отделка помещений, ремонт, строительство. Для женщин, может быть, это ландшафтный дизайн или украшение дома, вот, ну, дизайн помещений, да. Или, может быть, знаете, еще организация праздников, там, где люди отдыхают, развлекают, какие-то это центры по развлечениям. Хорошо, финансы. В начале этих 15 дней здесь у вас то ли выбор, то ли какие-то сомнения. Может быть, это вот предложение по новой работе или какая-то новая должность, но вы здесь будете колебаться и сомневаться. То есть вот нужно будет согласиться, может быть, на какое-то новое предложение. То есть вы где-то работаете, вам предлагают новую работу или новую должность, но вот, а вдруг я не справлюсь? Или вдруг я вот сейчас с этой работы уйду, и там у меня ничего не получится. Да, это вот это весовское взвешивание, но карта еще говорит, слушайте свою интуицию, и у вас в конце этих 15 дней ложится туз пентаклей. Это или получение хорошей работы, должности, или это хороший куш, или, может быть, вы сомневаетесь, вот что-то с недвижимостью, покупать, не покупать, вкладываться, не вкладываться. Здесь карта говорит о решении каких-то новых начинаний, да, вот. Может быть, еще знаете, вот вы подыскиваете себе жилье, у вас есть несколько предложений, и вы здесь вот выбираете, там, купить и эту квартиру, или ту, или там купить квартиру или дом. Но что-то в конце 15 дней у вас какой-то вопрос решится. Еще, может быть, вы, например, вкладывались, может быть, в какой-то земельный участок, и что-то, может быть, прикупить, расширить, и тоже сомнения, получится, не получится. Но в любом случае какой-то вопрос у вас хороший решается в конце этих 15 дней. Это может быть одобрение ипотеки, это может быть от кого-то помощь, кто-то может долг получить. Вот по ретроградному Меркурию, кстати, очень хорошо дают долги. Также может быть здесь решение вопроса покупка-продажа. Для кого-то, может быть, это покупка автомобиля. Да, вот здесь вот может быть двойка говорит, вы, например, машину выбираете, как вариант. Вот в совет или в предупреждение ложится паж мечей. Тут, если вы совершаете какую-то покупку, карта вам советует анализировать, обратить внимание на документы, которые вы будете подписывать, особенно то, что мелким шрифтом. Еще это анализ. Анализ и вот когда мы садимся в интернет и начинаем поиск. Если, например, вы покупаете машину, значит, надо прошерстить весь интернет, почитать отзывы и посмотреть разные сайты. Может быть, выбрать лучшее предложение, да, может быть, это скидки какие-то. Да, еще если вы что-то здесь отслеживаете, карта может говорить, не надейтесь только на свой поиск. Может быть, вот или отзывы, или с кем-то проконсультируйтесь, тем более, если покупка какая-то крупная. Хорошо, давайте получим для вас совет, весы. Первая половина октября, совет от Веканского оракула. Совет для весов, первая половина октября. Так, это у нас карта дуб, и она у вас прямая сейчас. Уделите больше внимания тем вещам в своей жизни, которые по-настоящему важны, и не обращайте внимания на незначительные проблемы. Не переживайте и не беспокойтесь по пустякам, и не тратьте время на мелочные переживания. Не торопитесь, у вас достаточно времени. Так, вот такой вот совет
И еще у нас совет от оракула королевы Луны. Весы, первая половина октября. Да, вот эта карта, я сейчас только поняла, у вас же день рождения, это может быть в начале октября, вы будете отмечать день рождения. Да, как вариант. Так, депат. Депат — это путь. То есть у вас открывается какой-то новый путь, но для этого вам нужно будет подняться по этой лестнице. То есть карта говорит, что вот этот новый путь, это может быть переезд, это может быть какое-то новое предложение по работе. Вам нужно просто набраться смелости и начать двигаться куда-то в новое, куда-то вперед. Вот, может быть, у кого тут сомнения были по работе, соглашаться, не соглашаться, вот из-за чего вы здесь будете? Может быть, что-то по финансам, или здесь какие-то новые возможности, новые пути. То есть предоставлены они вам будут. Вот воспользуетесь вы этим или нет, это уже вопрос другой. И давайте посмотрим маятник. Так, маятник, ответьте, пожалуйста, весам. На первую половину октября, да или нет? О чем бы они ни спрашивали. Ответ да. Так у нас с вами получился прогноз. Я благодарю вас за внимание. Всего вам хорошего.